Всем привет, привет. Пока еще зимнее утро, а сейчас показывают минус 8 градусов, но в ближайшие 3 часа потеплеет примерно до нуля. Сегодня 21 февраля, суббота, еще нету 7 утра, я уже вышел на маршрут. Сегодня иду гулять в Западные Татры, а конкретно на Червоные верхи. Туда я буду идти через долину Кондратова, и это как раз та дорога, куда я шел, когда шел на гору Гевонт. Как раз в этой долине есть горный приют, который так и называется, Скронийская ПТТК Гала Кондратова, и это первая цель моего сегодняшнего пути. В парке можно встретить такие деревянные дома, они вроде как даже имеют какую-то историческую ценность здесь. Что касается погоды, то в принципе сегодня будет тепло. То, что было минус 8, это отголоски вчерашнего дня, потому что вчера было холодно. И сегодня в течение дня температура так неплохо повысится. В Закопане будет примерно плюс 2 градуса после обеда. В горах, наверное, там максимум будет даже доходить до нуля, где-то минус 2. И, в принципе, первая половина дня будет солнечно, вторая половина дня придут тучи, будет идти снег. Так что нужно будет успеть спуститься. Но, в принципе, пока что погода должна быть хорошая. Что касается лавин, то вчера был 3-й уровень в Польше лавинной опасности. В Словакии в Западных Татрах тоже передавали 3-й уровень, в Высоких Татрах 2-й. На сегодня уровень понизили. В Западных Татрах в Словакии 2-й уровень, в Польше в целом 2-й уровень сделали. А в Высоких Татрах Словакии так и остался 2-й уровень. Вот знаки, видно, что мне до приюта осталось 35 минут идти примерно, судя по этому знаку, а до Гевонта тут 2 часа 40 минут. Но я туда сейчас не иду, так что меня интересует пока что только Гала Кондратова. Здесь вот раздвоение пути, я так понимаю, эта дорога ведет вниз уже на выход из парка, а здесь вот продолжение на Гевонт и Гала Кондратова, то, что мне надо. Сейчас иду по маршруту, обозначенному синим цветом. Вот так. А, тут даже стоит столб и знак, что туда нельзя идти. Ух, какой тут обрыв сразу резкий. Конечная точка моего маршрута — это гора Кшесаница. По-польски Кшесаница, по-словацки Кресаница. Гора высотой 2122 метра над уровнем моря. И чистый набор высоты сегодня у меня примерно чуть больше километра от начала парка до самой вершины. Погода очень радует. Сегодня не сильно ветрено и чистое небо. К сожалению, оно не будет так весь день. Вот уже виден приют. Этот приют знаменит двумя вещами. Первое — это то, что он самый маленький в Польских Татрах. А второе — это то, что была ужасающая новость. Вот примерно где-то оттуда откололся булыжник весом 30 тонн в 1953 году и скатился прямо на этот приют. Пробил стену в столовую, там были люди. Была хозяйка также этого приюта в своей комнате, но, на счастье, никто не погиб. Просто удивительно и очень повезло. Раньше, до 2023 года, кусок булыжника находился в самом здании. Но после 23 года, как сделали там ремонт, его разобрали. И сейчас куски этого булыжника можно увидеть только вокруг этого приюта, на улице. Вот, возможно, один из кусков этого булыжника. Вон там еще лежат заснеженные. И Пшелович под Колпаконрадцево. Это моя вторая остановка. Так, сейчас небольшой перерыв здесь. Выпью чаю. Он еще горячий. Как определить, на какую ногу одевать эти кошки? Все по этому замку. Если он на этой стороне, на левой, то это левая нога. Если на правой, то это правая нога.
поднялся ветер. Это не очень хорошо в этой долине, потому что наверху он будет в 2-3 раза сильнее. И вообще западный Татры, особенно вот эта часть, здесь ветреный коридор, и ветра часто бывают очень сильные. Буквально недавно там от 20, даже порывы были 30 метров в секунду, буквально ураганные порывы. Надеюсь, сегодня будет более-менее нормально. Вроде как не передавали сильных ветров, но все может поменяться. Как вы могли уже догадаться, червяные верхи переводятся как красные вершины. И вот первая из 4 красных вершин — это Кондратская копа. Почему красные вершины? Потому что на этих горах растет растение, называется ситник. И в сентябре, в октябре оно окрашивается красным, таким бордовым цветом. Это очень красиво выглядит. Кто узнал вершину с таким большим крестом наверху, пишите в комментарии, как называется. Скоро заканчивается зона леса, там уже начинается 2-й уровень лавинной опасности. Это, конечно, формально. Ну вот можно посмотреть на эти склоны. То, что выглядит все не так прям безопасно. Вот, если кто не узнал, ладно, скажу. Эта гора называется Гевонт. Если кто не узнал или кто-то не знает. Наверное, точно одна из самых популярных вершин. И такой символ города Закопаны, потому что с ее вершины как раз открывается вид на весь город. Я когда был, то был туман, ничего не было видно. Ну, возможно, как-нибудь доберусь, чтобы было видно. Такие дела. Гора просто как будто сейчас бесконечная, кажется. 100 метров. 100 метров до первой вершины. Точнее, до перевала. До самой вершины еще 300. Но это уже другая история. Фу. Так, сейчас небольшой перерыв перед последним рывком на перевал. Идется очень тяжело. Просто, не знаю, мне так первый раз тяжело идется, если честно. Вот так это выглядит снизу тут. Вот уже поднимается много людей сюда за мной. Но это в основном лыжники все. Практически, как я вижу. Ну, половина точно. Забрался на гребень. И вы просто посмотрите, какие здесь виды открываются. Это уже Словакия все. Вы просто посмотрите, как отсюда виден Гевонт, какая-то красивая гора. По этой дороге можно дойти до Каспрова верха, вот его хорошо видно, там эту метеостанцию и подъемник, канатная дорога. Также видны хорошо Мингушевецкие вершины, Швеница, Рысы. Сейчас на Каспровом верху уже 4-й день идет спасательная операция. Там пропал турист, который туда пошел пешком. И, как я понимаю, у него был билет назад, но он не вернулся. И со среды его ищут. Но эти 3 дня, которые искали, была очень плохая погода. И там буквально пару часов утром шла спасательная операция. И потом прекращалась из-за погодных условий. Плюс 3-й уровень лавинной опасности. Но сегодня погода лучше, надеюсь, найдут. И если хотите следить за новостями про горы, что происходит не только в польских горах и словацких, но и вообще во всем мире, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я там выкладываю новости, самые важные. Так что вот так. Так, все, иду на вершину. Погода пока идеальная, гулять одно удовольствие сейчас. Пограничный столб. Здесь букву «С» не видно. Вот Словакия, Польша. Стою между странами. Ветер, кстати, на удивление не сильный. Думал, будет сильнее гораздо. Так что, кстати, мне пока тоже повезло. И, в общем, добрался я сейчас до горы, 2005 метров.
туда поднялся. В общем, к сожалению, сейчас буду спускаться через Гевонт. Если станет лучше на спуске, то поднимусь еще туда, но, к сожалению, дальше я туда не пойду, потому что просто физически сейчас не смогу. Наверное, из-за того, что холодно, давно не поднимался и сыграл фактор ветра, может. Очень сейчас ветрено, и оттуда идет непогода с запада. Видите, снег примерно после 3 часов дня. Начал спускаться уже. Короче, как-то так. Все, что осталось. Копа-Кондратська — это первая из 4 червоных верхов, этих вершин. Вот там 2-я, там 3-я, где-то 4-я, я честно не знаю. Следующая называется Молочняк, 2096 метров, и за ней сразу Кшишаница, 2122 метра. И туда же я должен был идти, но, к сожалению, пойду сейчас тудой, через Гевонт. В общем, начинаю спуск, иду на Гевонт. И при спуске обычно становилось легче. Раньше у меня уже тоже так было. Буду идти сейчас медленно, и сейчас уже стало чуть-чуть легче, но просто я уверен, что при подъемах тех становилось бы хуже, еще бы судорога не только в ноге левой, но еще и в поясницу отдает, и потом, вероятно, скорее всего, уже и на вторую ногу бы была, поэтому лучше не рисковать. В общем, пойду я пройдусь до Гевонта, и там уже буду спускаться. Вот это там маленькие домики вдали, это город Закопана. Вот это гора Гевонт. Там вершина, виден крест. Сейчас я туда постараюсь подняться. Поднимусь, не поднимусь, не знаю. В общем, иду пока туда. Кстати, вершина называется Копа-Кондратська, 2005 метров. И это первая вершина зимняя, которую я покорил, выше 2000 метров. Да, немного жопа пока с этим ветром. А вот там я поднимался на эту вершину. Вот сейчас там идет много людей. Перерывчик небольшой. Вот сидел, и вдруг вот только что заметил, что отсюда видно гору Бабья-Гура, откуда у меня есть видео, где я был. Вот оттуда, кстати, у меня тоже есть вид на эту сторону, на Татры. Как-то съел шоколадку, и как будто силы появились. Судороги все равно чуть-чуть есть, вот чувствую, когда либо резкий подъем, либо резкий спуск, когда мышцы напрягаются еще, но получше гораздо, и возможно удастся подняться на Гевонт. Вот так это сейчас все выглядит. Мне сейчас надо будет спуститься, а потом подняться на 200 метров. Так, ну вот, оттуда спустился сейчас, а подниматься буду туда. Это место называется Кондратська Преліч, 1725 метров. До Гевонта 40 минут, но это не мне сейчас. Я, скорее всего, дойду за час, потому что медленно иду, из-за того, что судороги были чаще слабее, но не факт, что сейчас при подъеме опять не появится. И вот видно, там уже идут тучи, облака. Надо, в общем, часа 2 на все, чтобы подняться и спуститься.
Людей тут на Гевонте много, не так как было в прошлый раз осенью в плохую погоду. Ну, не так как летом еще больше, но при этом все из-за просто доступности. Она находится очень близко к Закопана, и с Закопана ее хорошо видно. Это вообще гора, символ Закопана. Сейчас уже так потеплело немного и чувствуется, как шпарит солнце. Так, ну вот, осталось 20 минут. Не знаю, как сейчас, но в летний период там два пути. Один для тех, кто поднимается, а один для тех, кто спускается. И не знаю, судя по всему, зимой, возможно, так же самое работает. Просто вижу огромные опять очереди там на вершине. Короче, ничего не меняется зимой здесь. Последний перерыв перед подъемом на вершину. Непогода все ближе. Но время еще есть. Цепи все-таки не под снегом. Я думал, они под снегом будут. Тут, походу, один путь. И этим путем люди назад, судя по всему, возвращаются тоже. Так что тут, в отличие от лета, все в одну сторону. Полностью все Закопane видно. Nie, oni widzieli drogowskaz, więc musieli podchodzić do tego, po górę, co nie? No, a z tego, a robienie zawrat Kozia Przełęcz zimą. Jest szansa, tak? Trzeba to wziąć pod uwagę. I kłamie! Не спускаются все-таки тут люди. Осилил, в общем, Гевонт. Судороги вроде как чуть прошли. Когда поднимался, они были, но вот на самом финише уже так ничего особо не болело. В принципе, нормально было. И отлично, уже больше подниматься не буду. Остался только спуск. Сейчас уже скоро пойду. Вон там на вершине видны люди, группа людей. В общем, оттуда я пришел. Сейчас вот шел как раз так и забрался сюда. Планировал туда. Но, к сожалению, если бы я туда пошел, оттуда спуск был бы дольше. Я переживал, что если бы судорога была еще на второй ноге, а в итоге она потом была, то я бы хрен спустился потом сам. Без вертолета. Начинаю спуск.
Цепи тоже есть, тут снегом не засыпаны, поэтому спокойно. В отличие от прошлого раза, когда я здесь спускался осенью, хоть была и плохая погода, но людей было очень много, и здесь была очередь. Кто смотрел видео про Геонт, тут знает. Już lepiej tam się przypychać. Nie ma tam łańcuchów. No, w sensie one są i są zakopane głębiej i dalej. Nie Ага. ma do nich dostępu. А, спокойно. Посмотрим, что там внизу. В принципе, пока нормально. Так вот, зимой тут как-то идут в две стороны. Так, сильно мокрые цепи. Это может быть опасно, потому что могу скользнуть, если резко что-то прыгну, держась за цепи. Так что тут надо аккуратно. Так, это, наверное, он про это говорил, что здесь нету цепи. Ну да. Снег очень рыхлый. Я теперь понял, почему все туда спускаются, поднимаются. А, да. Лавиноопасное место. Так, ну вроде вышел. Сложно было оттуда спуститься. Не зря меня предупреждали. Надо было другой дорогой идти. Сейчас отдыхаю. Вот уже непогода почти рядом. Я уже начинаю спуск назад. Во-во, уже идут черные. Там уже снег идет на вершинах. Все уже скоро и тут будет. Но пока еще солнце светит. Так, ну что, начинаю спуск. Возвращаюсь туда, откуда начинал подниматься, долина Кондратова. И я поднимался только не с этой стороны, а где-то вот там вот шел. Ну, в общем, спустился я с той вершины. Шел достаточно медленно. Сначала меня обогнали две девчонки, потом
те 3 девчонки. И сзади еще 3 догоняют. В общем, покорила сегодня 2 вершины. Одну больше 2000 метров. Так что было, в принципе, сегодня прикольно. Единственное, что организм немного подвел. Сейчас более-менее нормально уже иду. Но, в принципе, не знаю, надо, возможно, что-то почитать, с чем это связано. В общем, всем спасибо. До скорого.